Здравствуйте, дорогие любители программирования, робототехники и 3D-моделирования. Сегодня начинается курс, посвященный использованию языка программирования Python в Blender. Был некоторый запрос по этому вопросу, и он мне тоже интересен. Я экспериментировал с использованием языка Python для написания скриптов под Blender, так как редактор Blender поддерживает этот скриптовый язык Python, поэтому возможно работать с ним. Что нужно для начала понимать, как работать на Python с языком, соответственно, с Blender? Ну, первым делом вам нужно немножко хотя бы разбираться в языке Python. Поэтому, если кто не видел курс у меня по Python основам, ссылка будет в описании, и здесь будет прикреплена сверху индикатор I, так сказать, показывающий на плейлист этого курса. Так, второй момент. Конечно же, нужно посмотреть со структурой Blender, познакомиться, потому что надо понимать, где в Blender писать скрипты и как его создавать. И третий момент — это иметь под рукой документацию. Потому что не все, что в курсе я расскажу, мы охватим не весь материал из документации, потому что многие вещи, которые я не использовал, и, скорее всего, пока в ближайшее время не буду использовать, но, может быть, для кого-то эти вещи нужно использовать. И, по крайней мере, он поймет механику на основе вот тех уроков, которые я показываю, поймет структуру, механику, как работать написание скриптов в Blender, и на основе этого шаблона воспользоваться другими оставшимися функциями. Конечно же, не нужно не обходиться и без примеров. К сожалению, уроков по Python в Blender маловато. Там есть только в самом Blender есть некие шаблоны, примеры. Чуть я в них попозже скажу. Но если вы не сильны в Python, то, скорее всего, там, может быть, некоторый шаблон будет достаточно непонятный в таком формате. Придется методом научного тыка работать. Второй момент. Есть еще и, как говорится, пятый момент. Подсказка, так сказать. Это любое действие в Python, любое действие в Blender, извиняюсь, отражается в консольной окне Blender в виде написания скрипта Python. То есть он отображает в виде команды на Python, функции, какая вызвана на этот объект, который мы сейчас над ним издевались, так говорится, изменяли его, двигали, меняли цвет, вращали его, там модификатор на него накладывали. Все это отображается в специальной консольном окне в Blender. И это можно увидеть в реальности, то есть в режиме реального времени. И в результате, если вы не знаете, как написать это на Python, то таким вот способом можно, не знаете, где в документации это может быть находиться, потому что документация достаточно большая. Я сейчас покажу ее. И если у вас возникает момент, что вы не знаете, где это, как найти, вы просто делаете это действие, как вы умеете в Blender моделировать, а потом смотрите на процедуру этих действий и пытаетесь их воссоздать, то есть, чтобы получить с помощью скрипта. Я думаю, алгоритм понятен. Давайте рассмотрим теперь касательно структуры. Так. Итак, рассмотрим касательно структуры, где что находится. Итак, когда мы открываем Blender, ну, у меня сейчас вот Blender 2.9.2, можно 2.9.3, это не важно. У нас в основном открывается общее окно с редактором, где вы, соответственно, моделируете, или в редакторе моделинга моделируете. Если вы ничего не меняли, то у вас есть вкладочка под названием «Скриптинг».
скриптинг. Если у вас ее нет, нажимаем на плюсик и добавляем нужный, соответственно, нужное окно, уже готовое, как вариант. Я просто кликаю по скриптингу. Вот он, скриптинг. И вот, что собой представляет окно скриптинг. В окне скриптинг есть предварительное окно для демонстрации вашего результата, где вы будете смотреть ваш результат. Это окно нужно для написания кода на Python. Второй, вот этот боковой, вообще нам даже сильно не нужно. Здесь как бы консоль, которая может показывать процедуру. И внизу тоже консоль, которая показывает процедуру действия. Ну, сейчас мы посмотрим, как это работает. Для того, чтобы не путаться с каким-то кубиком, мы вот удалим сейчас кубик. Удалили кубик, как видите. И сейчас начнем с разработки скрипта. Самый простой вариант написания скриптов — это начинать с создания примитивных мешей. То есть мешей. Это кубиков, линий, окружностей различных вариаций. Там сфера, даже голову можно учить и обезьянки, которые находятся в стандартных элементах для создания. То есть это все присутствует. Если никто не помнит, то у вас есть добавить вкладочка, вот меж, и вот они все примитивы. К ним относятся и кривые, соответственно, разные поверхности и так далее. Текст отдельно будет создаваться. Вот и с них и мы начнем. То есть создание примитив. Вот на основе этих примитив уже можно дальше там развиваться. Потому что все остальное уже относится там, связанное с векторной алгеброй, с векторной математикой, извиняюсь. Поэтому тут немножко нужно понимать, что такое вектора, вектор поворота. С этим тоже надо знакомиться. Построение по вершинам. И, соответственно, заполнение потом этой плоскости определенной. Если вы хотите там определенную плоскость, не через примитивы, а по вершинам, по точкам, то тут нужно более сложные процедуры действия. Еще и рендеринг, отображение того, что вы заполнили, там какую плоскость. Так, с чего мы начнем? Мы начнем с создания скрипта. Нажмем плюсик. Как видите, я нажал плюсик, все. При удержании Ctrl и вращением колесика мы можем увеличить окно шрифта, чтобы, ну, соответственно, было наглядно видно. Что нам нужно для того, чтобы работать с Python? Скриптом написать в Blender. По умолчанию Python здесь установлен вместе, соответственно, с Blender этой версии. Python, соответственно, Python версии. Тоже версии 3.8, 3.9. Ну, там в зависимости уже от версии Python. От версии Blender зависит. Так, что нужно знать для начала? Для начала, вот здесь вот, если вот так вот увеличу немножко, ну вот написано Python 3.7 даже установлен. Для начала нужно знать, что вам предлагается на усмотрение вот такие вот модули, которые встроены уже здесь. То есть вам не нужно ничего еще придумывать, есть уже некие модули, ну, некие подбиблиотеки, которые именно разбиты так специально на определенные элементы в написании, вот воздействия на рендеринг отображения объектов. Мы некоторые из них рассмотрим, некоторые не будем рассматривать. Кроме этого, как и в любом Python, встроены еще свои библиотеки. Ну, там, например, math, random, time и так далее. Все это мы можем и тоже использовать. С чего нужно начать, чтобы создать примитив, какой-то объект из Blender IPE, нам нужно импортировать вот этот элемент BPI, то есть некое пространство имен, некую библиотеку, в котором содержатся эти модули BPI, так под названием. То есть Blender, Python.
Импортируется таким же способом, как импортируется любая другая библиотека или модуль. Импорт BPI. Все. Импорт BPI. Вы справились с этой задачей. Вы импортировали. Теперь, что нужно делать дальше? А дальше мы должны вызвать некий примитив и дать ему некие свойства. Придать ему некие свойства. Этот примитив вызывается из модуля OPS. Из модуля OPS, то есть by OPS. By точка OPS точка. И здесь мы должны найти нужный нам примитив. Как он называется, где его искать, сейчас я покажу. Итак, для этого нужно зайти в документацию по Python. Так, сейчас я немножко вот так вот сделаю, чтобы было более-менее видно. Документацию по Python. В документации по Python расписаны эти модули, элементы, даже с некоторыми примерами. О них чуть попозже, если вы хотите, сами сознательно можете посмотреть, что там за примеры представлены. Нас интересует BPI OPS. Вот мы видим operators BPI OPS. То есть типы, операторы, message, то есть, соответственно, текстовые сообщения. Data access, context access. Это различные вот разграничения, так сказать, одной библиотеки на такие вот модули, которые отвечают за определенный тип управления. Дополнительно здесь, видите, есть еще отдельные еще модули, отвечающие за некоторые там ускорения, графику и так далее. Это уже дополнительно, если вы хотите там этим углубляться в этом вопросе. Нас интересует BPI OPS. BPI OPS. Итак, у BPI OPS присутствуют дополнительные функции. Или классы, можно так назвать. Классы, в которых присутствует еще разбито несколько функций. Вот они представлены в алфавитном порядке. А каждая из этих функций что-то там доделает. Там экспортирует, импортирует элементы, накладывает маску, материал. Нас интересует mesh в данном случае. Mesh это тот как раз элементы, mesh примитивы, где он отвечает, которые создают некий примитив начала. Кликаем по нему. Первое там mesh, это связано с вершинами, с плоскостями построения. Мы пока не будем ничего это использовать, нас это не нужно. А именно ищем после mesh функцию примитива. Начинается. Примитив. Ищем. Вот уже. Примитив. Вот есть. Mesh примитив. Есть mesh примитив circle. Есть примитив conAdd. Не пользовался ни разу, потому что сейчас я пока не буду ее использовать. Примитив cubeAdd. Примитив cubeAdd gizmo. Ну, там в зависимости, видите, различные еще дополнения параметров. А каждый параметр описывается здесь, что тут можно и применить. Что это за параметр? Цилиндр добавить. Так. Не знаю, что это такое. Надо посмотреть потом. Икосайдер, косфера. Вот обезьянка. Плоскость. Тор. Сфера, ювосфера. Так, ну а дальше нам пока не интересно. То есть вот эти примитивы находятся здесь.
Начнем с самого простого. Ну, например, сейчас вот добавим куб add. Куб add. Как видите, для этого нужно написать mesh точка примитивы, нижнее подчеркивание, куб, нижнее подчеркивание add. Воспользуемся этой подсказкой, скопируем, вставим. Просто перейдем в Blender и вставим наш элемент. То есть mesh, примитив, нижнее подчеркивание, куб, add. Ну и, соответственно, скобочки не забудем, круглые. Так, я сейчас удалю еще разок. Теперь, чтобы проверить наш скрипт, по умолчанию мы пока не будем никакие параметры больше вводить. Чтобы проверить наш скрипт, достаточно просто нажать на эту кнопочку. Нажимаем на эту кнопочку, мы видим, что создался объект, вот в консоли он указан, его параметры уже внутренние у куба. И, соответственно, мы видим на экране отображение созданный нами куб. По умолчанию он находится в мировых координатах 1,1,0,0,0 и размер у него имеет 1,1,1. Соответственно, по всему. Здесь как раз это и описывается вот в этом элементе. То есть мировые координаты world legend и location 0000 scale 1,1,1. Вот так вот. То есть указано. Я уничтожу этот кубик и сразу не покажет, что объект уничтожен. Причем, чтобы объект уничтожить, вы можете сразу заранее посмотреть, есть функция bpi ops object delete. И, соответственно, его параметры. Так. Непосредственно перейдем к параметрам нашего блока кубика. Я могу перевести на русский язык. Этими параметрами. C. Так, и вы не увидели, сейчас я включу. Итак, еще раз повторю. Вот эти параметры, отвечающие за размер, за UV-развертку, за находится он в режиме редактирования или не находится, где он располагается, в каких координатном пространстве, и, соответственно, в каких координатах там, и в каком повороте существует или scale, размер. Давайте это все посмотрим, как это возможно для реализации. Итак, я просто скопировал это все параметры и вставлю. Так, чтобы он как-то у меня отображался более-менее, я вот так сделаю. Вот так. Чтобы было видно. Можно таким способом разбить его. Скорее всего, в большинстве случаев ошибки не бывает. Давайте разберемся, что здесь написано. Ну, например, size, размер, да. Я scale вот не буду ничего менять. Давайте попробуем изменить размер, там, например, 5 поставить. Запустим. Пока я не вижу. Создался ли объект? Ну да, создался объект. И этот создался объект. Уничтожим. Еще разок. Давайте посмотрим. Он создался, но мы его не видим. А потому что размер его маленький, вот scale. Сейчас я поставлю здесь 1. Запустим. Вот мы получили. Но он что-то не совсем один, мне кажется. Давайте вот уменьшим на единицу. Size. Сделаем
вариант. То есть scale умножается на size. Можем либо писать size, либо можем писать scale. Ну, кому как нравится. То есть scale это можно по векторам распределить. Построение. Size, соответственно. Size это общее определение. Ну вот сейчас я просто давайте скопируем, удалим. Уберем этот кубик. Запустим еще раз скрипт. Видите, он создался, если даже скейла нет. Он по умолчанию говорит, что size это у нас 1. Если я сейчас size увеличу, например, в 5 раз, то у нас создастся в 5 раз большой кубик. Большой кубик. Если я поставлю edit mode не false, а true, то при запуске мы получаем элемент уже, который можем редактировать. То есть он в режиме редактирования сейчас находится. Он сейчас находится в режиме редактирования, и, соответственно, его можно менять, этот кубик наш. Вот как-то так. Рассмотрев самые основные моменты, теперь можно либо оставить там size, либо scale. Но это как у нас усмотрение. Можем size убрать, вообще не нужно. UV развертку тоже убрать. Редактор, режим редактирования или нет, убрать. То есть не сильно нам нужно. Нам нужен location, rotation, ну можно еще и scale. Сделаем так, чтобы он изменял размеры. Scale равно. И, соответственно, укажем в режиме float значение. Вот так вот. 5.1.3. Запустим. Получим мы объект. Уже не куб, а параллелепипед, который имеет в длину по оси x5, по y единица и по z 3. Если мы по location, например, вот здесь для y 5 поставим 5 значения, при нажатии запуска скрипта у нас создастся еще один объект с такими же размерами, но уже смещенный по оси x. Теперь давайте попробуем создать такой же объект, но над высотой, над первым объектом, например, пусть будет там, 7. Он создастся над первым объектом 7, но с поворотом, например, по y 90. Да? Давайте напишем просто вот 90 и посмотрим, что будет. Запустили, ну, вроде бы нет, не 90 он. Как видите, не 90. Не 90. То есть повернулся не на 90 градусов. Почему? Да все потому, что rotation не измеряет углы здесь в градусах. Здесь измеряется в радианах. Следовательно, чтобы получить 90, надо примерно 3,14 разделить на 2. То есть π на 2. Давайте посмотрим. Вот мы получили что-то похожее на π на 2. Поворот. Если вы хотите более точно, то рекомендую там, например, импортировать библиотеку math. Например, можно, конечно, и math.utils встроенную здесь библиотеку. Ну, вот я пока привык с math, мне удобнее с math работать. Сильно это не отражается пока. Итак, math.p разделить на 2.
Запускаем. Получаем тот же самый результат. Может быть, даже точнее. Надеюсь, было понятно. Было понятно. То есть и поворот, и scale, и location, и так далее. Давайте еще для интереса создадим еще один примитив, но не куб. Мы сейчас изменим его. Просто взял характеристики, скопировал. Так, сейчас посмотрим, что нам лучше взять. Вот цилиндр есть. Давайте попробуем примитив цилиндр add использовать. Итак, я скопировал. Давайте посмотрим характеристики цилиндра. Здесь нам нужно указать уже другие параметры. Ну, вершины. Это видно для того, чтобы... какая точность там была вершины. Значение от 3 до... Так, до 10 миллионов точек. Радиус можно указать. Глубина, ну, как высота может быть определена цилиндра. Заполнение. Тип заполнения, да, ничего. Ну, сейчас посмотрим, что это значит. Соответственно, где располагается, локация, ротация, вращение и так далее. То есть почти все то же самое. Ну, мы вот сейчас... Так. Возьмем vertex до world, да. Вот так. До world. Отключу сейчас демонстрацию. Итак, смотрите. Мы пока оставим то же самое для цилиндра без всяких дополнительных свойств, как и у куба. Но так, чтобы он, соответственно, создался у нас над первым нашим блоком. Можем просто убрать его. И сейчас при запуске скрипта создастся два объекта. Сначала блок, потом цилиндр. Ну да, они все одинаковые. Так, пардон, сейчас исправим. Scale. Давайте везде пока одинаково поставим. Вы заметили, наверное. Он искривлен становится. Ну вот. Вот сделали такой размер цилиндра. Цилиндр создался на некой высоте. По умолчанию там у него определенное количество элементов, точек. Если мы сейчас сдвинем его немножко на 5 и поставим разные размеры, там, например, по оси X пусть будет 5 вытянуто, по Y пусть будет 6, а по Z 2. Так. Ну, здесь тоже сдвинем на 5 кубик. Создадим. Вот что мы получим. Ну, вот я по X не сильно заметил, что какое-то произошло изменение. Да. Ну, хотя оно с кубиком, да, похоже. Я опять, наверное, не убрал. Да, пусть будет так. Вот некие изменения размера, формы объекта мы можем делать. Так, ну давайте вставим дополнительные свойства.
Вот так. Что мы видим? Это дополнительно. Тут в основном по умолчанию 32, радиус 1 и так далее. Поставим здесь отклонение минус 5, чтобы он построился. Размер. Пусть пока будет везде одинаковый цилиндр. Поворот, rotation, ну пусть миф, да. Можно и оставить rotation, поворот без изменения. Итак, давайте создадим. Вот у нас создался объект. Создался объект. Сильной разницы я пока не заметил. Вот сейчас поставим 5. Уберем цилиндр для глубины. Вот для глубины мы поставили 5. Высота изменилась, да. Эти раз. То есть она даже не учитывала scale в каком-то формате. То есть и так можно вариант создавать. Давайте попробуем вместо 32 там доставим до 10 миллионов. Ну, например, 10 тысяч. Поставим точек. Вот подзавис. 10 тысяч точек это достаточно многовато. Вот вы сейчас видите, что это за объект получился. 10 тысяч точек. Если выйти в режим редактирования, вот мы видим эти вершины, видите, как их много, как плотно они стоят. Это все вот отвечает за свойства элементы. Так, 32 пока, пусть будет. Все, остальные элементы вроде как одинаковые. Вот есть какая-то закраска, не закраска, но скорее всего связана с цветом больше, с параметром. Это, по идее, можно даже вот не использовать. Качество только цилиндра, можно использовать радиус. Вот радиус сейчас давайте попробуем. Он тоже как со скейлом должен связан быть. Но может игнорировать, скорее всего. Ну да, вот он игнорирует, хотя scale стоит по x и z2. Но он свой радиус поставил. YX. Согласно которым я пометил. Так. Ну, вот так примерно. Что мы можем делать с объектами? По такой же схеме вы можете создать и другие объекты. То есть, я думаю, ничего сложного не будет, если мы сейчас создадим вот икосферу. Из документации мы создадим экосферу. Итак, локацию мы поставим ей, наверное, по z, нет, не по z, наверное, по x, по оси x 10. Размер поставим 1, 1, 1. Вот он, наверное, радиус и subdivision то же самое, что размер определяет. Ну что ж, давайте запустим. Можем эти убрать элементы. Так. Вот он создался. И вот у нас сфера. Икосфера, так называемая. Я уберу этот элемент. Я сейчас увеличу 2 в 4. То есть поставлю. Давайте посмотрим, что произошло. Ну, разбивка произошла. Subdivide, в данном случае разбивка. То есть более гладкая экосфера получилась.
От этого зависит радиус, соответственно, радиус, понятно, я думаю, с чем он будет связан. Увеличено объект. То есть достаточно, ну, пока на примитивах достаточно просто. Можно создавать. Ну и последний момент. Последнее, что мы можем рассмотреть там. Давайте создадим обезьянку из этой же документации. И на этом пока знакомство закончим. Раз, два, три. Итак, размер обезьянки поставим 2, 2, 2. Так. Поставим, например, минус 10. Пусть сзади будет. Ну, а все остальное, размер опять size. То есть очень похож на кубик. То, что мы создавали там. Так, ему что-то не нравится, да? Так, ему не понравилось. Может, я неправильно скопировал. Вроде все правильно. Давайте тогда сделаю вот так. Я не буду ничего Enter нажимать. Просто скопирую, вставлю и нажму. Нет, он выдает ошибку. Значит, ему, эта обезьянка, это уже в этом элементе вызывается не так, как заложен. Ну что ж, вот как мы сейчас и заметили, в Python, то есть в Blender 2.9.2 уже по документации обезьянка вызывается другим способом, значит какая-то ошибка. Надо посмотреть уже конкретно, что тут не так. Ну, я сейчас, наверное, сделаю вот таким образом еще раз. Я просто все это удалю, кроме монки. И мы сейчас просто посмотрим. Может быть, какие-то параметры не соответствуют. Нет, ему именно не нравится OPPS. Mesh. Примитив. Вот так. Ну что, еще я пока закомментирую. Комментарии такие же, как и в любом Python. Также работают через решетку. Все остальное работает, значит, именно с примитивом Monkey. Сейчас в данном случае не совпадает документация с созданием обезьянки. Может быть, в следующий раз мы найдем и посмотрим. Ну а следующий урок будет посвящен работе с материалом. То есть именно работа с цветом, какие форматы цветовой палитры мы можем тут накладывать, в каких, так сказать, схемах цветовых мы можем работать здесь в Blender. Вот все об этом мы расскажем в следующий раз. На этом у меня все. Всем пока-пока.